Доброго времени суток, с вами канал Python Hub Studio. И в этом видео мы с вами рассмотрим все основные моменты по работе с базой данных SQLite на Python. Видео получится не маленьким, поэтому в описании разбивка по временным меткам. Итак, начнем. База данных SQLite – это компактная встраиваемая база данных. Она работает прямо из вашего приложения, поэтому для нее нет необходимости в отдельном сервере. Итак, начнем с практики. Для начала давайте создадим наш первый файл базы данных. В переменной, пусть будет переменная base, мы с вами вызываем SQLite.connect. Этим мы вызываем класс connection из модуля SQLite 3. И здесь нам необходимо записать название файла базы данных. Давайте назовем его new. И расширение устанавливаем db. Обратите внимание, если такого файла не будет, то он создастся. Если такой файл есть, то мы просто к нему подключимся. Все таблицы, а именно в таблицах хранится информация в базе данных, у SQLite находится все в одном файле. Этот файл может быть размером свыше 100 терабайт. Итак, давайте запустим этот код и посмотрим, что произойдет. Наш код отработал. Итак, посмотрим, у нас в папке, где этот скрипт, создался файл new.db. Это файл базы данных. При помощи, здесь у нас в переменной base у нас сейчас экземпляр класса connection, при помощи которого мы будем создавать таблицы в этой базе данных. Нам понадобится еще один класс, то есть нам необходим курсор. При помощи курсора мы с вами будем вносить изменения и читать данные из таблицы в базе данных. И запускаем base курсор. Есть. Так, давайте создадим нашу первую таблицу. Данные в базе хранятся в таблицах, поэтому нам необходимо создать таблицу. Мы записываем base.execute. И здесь нам необходимо создать SQL запрос на языке SQL. Что для этого необходимо? Мы в верхнем регистре пишем create table, то есть создать таблицу. Здесь записываем имя этой таблицы. Пусть будет, давайте дадим имя data. И здесь в скобках мы с вами перечисляем те столбцы или колонки, которые будут у нас в этой таблице. Давайте создадим таблицу логинов и паролей. Поэтому запишем. Здесь у нас один будет столбец, первый логин и через запятую password. Есть. Давайте запустим этот код, но прежде чем его запустить, смотрите, когда мы создаем таким образом таблицу, внесение этих изменений необходимо сохранить. Поэтому мы записываем base.commit. Этот метод у нас сохранит изменения в нашей базе данных. Запускаем этот код и посмотрим, что будет. Есть. Изменения в базу данных сохранились. Как туда заглянуть, мы с вами сейчас посмотрим. Давайте еще раз запустим этот код, и у нас возникает ошибка. Написана такая таблица, уже создана. Чтобы, к примеру, этой ошибки не возникало, здесь мы можем дописать следующую конструкцию. Здесь пишем create table if not exist. Вот так. Есть. И теперь, запустив этот код, если такая таблица есть, то он ее просто не создастся. Так как таблицы могут создаваться, они создаются в автоматическом режиме, поэтому здесь можно подставлять это значение при помощи метода format. F-строка в данном случае не подойдет, поэтому мы здесь используем метод format и здесь пишем .format и записываем здесь название, например, ну или из переменной берем это название. Есть. Далее, давайте запишем туда данные для начала. Сформируем массив и потом при помощи программы залезем, посмотрим, как это все выглядит. Так как все интересно посмотреть, файл-то просто так не залезешь, он не читается ни одним из редакторов. Для того, чтобы внести данные в эту таблицу, нам потребуется уже наш курсор. Пишем курсор execute и здесь подаем SQL запрос. Выглядит он следующим образом. Записываем insert int. Имя нашей таблицы, у нас таблица называется data. И здесь значения, которые необходимо туда внести. Записываются они следующим образом. Ключевое слово values, и здесь в скобках мы записываем следующим образом. Ставим, к примеру, у нас таблица состоит из двух столбцов, логин и пароль. Соответственно, сюда нужно записать два значения. Их можно записать прямо здесь, при помощи формата. Не рекомендую так делать. Значит, необходимо здесь написать следующее. Здесь есть специальный синтаксис автоподставления, который выглядит следующим образом. Вы здесь записываете два восклицательных, два знака вопроса
И здесь, как второй аргумент в метод execute, вам необходимо записать в скобках то, что вы хотите сюда подставить. Зачем это делается? Есть такой вид хакинга, называется SQL-инъекция. За это, если хотите, читайте отдельно сами, за это я рассказывать не буду. И принято таблицы писать вот таким вот образом, заполнять в них значения для того, чтобы избежать этих SQL-инъекций. И здесь давайте запишем. У нас будет первый пароль произвольно Johnny123, и у него будет так, логин такой и пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 есть. И после того, как вы записали эти данные в нашу таблицу, эти данные необходимо сохранить. То есть мы пишем base.commit. И давайте запишем сюда сразу что-нибудь еще. Скопируем, вставим сюда. У нас будет еще второй Билли. И у него будет пароль. Есть. Исполним этот код. Проверим, нет ли ошибок. Есть. И теперь давайте запишем в нашу базу данных. Как оттуда читать, это будем отдельно сейчас рассматривать. Запишем в нашу базу данных сразу большой массив информации. Что для этого необходимо? При помощи этого метода execute мы сможем с вами записать какое-то одно значение. Но что если, например, у нас будет вот такая вот конструкция. У нас где-то будет огромный список, в этом списке 1000 значений, и нам его необходимо за один присед записать в нашу базу данных. Давайте это сделаем. Записываем так. Для начала я просто импортирую все это сюда. Так, pass импорт. Так, у меня там список в переменной x. Для этого у нашего курсора есть специальный метод, называется execute many, который делает все то же, только в него можно передать не одно значение, а сразу большой массив этих данных. Копируем это все сюда, insert into data, values такие-то, и здесь мы уже записываем просто имя этой переменной x. Еще раз посмотрим сейчас на этот список, чтобы понять, что происходит. У нас здесь один список, который состоит из вложенных списков. В каждом из вложенных списков у нас по 2 значения. Соответственно, мы передаем эти значения сюда. И метод execute many запишет все эти значения в нашу базу данных. И, соответственно, base.commit. Не забываем сохранять эти изменения. Запускаем код. Все записалось. А теперь давайте заглянем в нашу базу данных. Как это можно сделать? Если мы попытаемся в нее заглянуть, пишет файл, не может быть отображен и так далее, но хотелось бы туда все-таки заглянуть для ее, скажем так, модерирования, администрирования. Посмотреть, какие там есть таблицы. Таблиц может быть очень много. Для этого можно использовать специализированную командную строку и писать при помощи команд, но я думаю, это будет не очень удобно. Давайте скачаем специальную утилиту для этого. Открываем браузер и в поиске пишем SQLite Database Browser. Это специальный браузер, который позволяет отобразить содержимое базы данных. Вот, нам необходим сайт sqlitebrowser.org. Переходим сюда и здесь нажимаем на вкладку Download, скачиваем. Обратите внимание под разрядность вашей Windows. Так, устанавливаем стандартный инсталлер, к примеру, 32 или 64 бита. У нас скачивается MCI установщик. Есть. Мы его запускаем и устанавливаем этот браузер у нас на компьютер. Так, здесь Next. Обязательно читаем лицензию, соглашаемся Next. Здесь поставим эти галочки, чтобы у нас были ярлычки запуска Next. Здесь все оставляем как есть, Next, и нажимаем установить. Пока он устанавливается, несколько слов. Любая база данных, у нее есть свое конкретное предназначение. Например, база данных SQLite, в чем ее особенность? Для нее нет необходимости в отдельном сервере, она работает прямо у вас в приложении. И она очень быстрая. И обратите внимание на следующее. Есть база данных, в которой может происходить одновременно запись данных с разных потоков. К примеру, в эту базу данных она работает по принципу один пишет, многие читают. То есть, пока записывается какая-либо информация в базу данных, другая какая-то программа не может этого сделать. Там будет просто ошибка. То есть, пока идет одна запись, параллельно другую запись делать нельзя. Итак,
Запустили этот браузер и здесь открыть базу данных. Давайте посмотрим на нашу базу данных. Ищем ее в файле. Так, у меня на рабочем столе. Вот она, new DB. Открыть. И здесь отображается структура базы данных. Таблицы. Здесь у нас одна таблица. Таблица под названием дата. Правой кнопкой просмотр данных. Вот столбец логин, столбец password. И вот то, что мы сюда записали. Так как мы с вами несколько раз запускали этот скрипт, ну я запускал, неважно. Здесь, обратите внимание, записи дублируются. Как этого избежать, чуть-чуть дальше рассмотрим. И здесь у нас все те данные, которые были записаны, мы их с вами можем просмотреть. И в том числе изменить. Обратите внимание. К примеру, здесь можно администрировать эту базу данных. Вот редактирование ячейки. Ну, к примеру, можем с вами поменять что-либо. Эти изменения отобразятся у нас в базе данных. Кстати говоря, здесь же в этой же программе можно и создавать таблицы. То есть пишем создать таблицу, вводим имя таблицы и так далее. Здесь это все, кстати говоря, здесь отображается, как будет выглядеть SQL запрос. Очень интересно. Итак, мы с вами можем заглянуть в таблицу, чтобы посмотреть, что там да как. Итак, возвращаемся дальше к нашему коду. Так, сохранить. Так, ничего мы не будем сохранять. Пока что открываем опять редактор и пишем дальше. Смотрим, как именно можно при помощи скрипта на Python извлекать эти данные. Как вы могли обратить внимание, из-за того, что мы несколько раз запускали данный скрипт, у нас получилось так, что в базе данных есть повторяющиеся значения. Давайте-ка удалим эту базу данных и запишем ее заново, только с некоторыми изменениями. Есть. Так, это мы удалили. К имени столбца можно добавить еще один параметр, и называется он primary key. Что это значит? Давайте-ка его запишем. Primary key, то есть первичный ключ. Данная команда будет означать следующее. То, что в столбце логин могут быть только уникальные и неповторимые значения. Давайте запустим этот код заново. Сейчас у нас заново создастся база данных, создастся таблица, и в нее запишутся вот эти значения. Все они неповторимые. Теперь попробуем сюда же записать. Так, это мы уже закомментируем пока что. Попробуем туда записать повторно вот это значение. То есть там уже есть в столбце логин, такой как Johnny 123. Пробуем записать это еще раз. И у нас возникает исключение, то есть не уникальные значения, попытка добавить. При помощи этого мы с вами обезопасиваем нашу базу данных, то есть там не будет в столбце логин одинаковых значений. Замечательно, с этим разобрались. Далее, типизация данных. В любых базах данных они устроены так, что там есть типизация ячеек. То есть в ячейку при объявлении ячеек, то есть логин и пароль, необходимо задать тип данных, который будет туда помещаться. В базе данных SQLite это не так. Здесь в любой ячейке может храниться любой тип данных. Их 4, вернее 5 вместе с 0. Значит, база данных SQLite, у нее динамическая типизация. То есть, повторюсь еще раз, в любой ячейке может быть любой тип данных. Но при необходимости, при создании столбцов, можно объявить, какой тип данных будет содержать тот или иной столбец. Итак, их 5. И, значит, они следующие. То есть, текст соответствует строке в Python. Integer это целое число. Real это тип данных float, то есть число с плавающей точкой. Blob означает, что в этом столбце может быть любой тип данных, который бы туда не записали. И 0 соответствует типу данных non. И обратите внимание, к примеру, мы с вами можем объявить, например, password. Запишем его здесь. Давайте объявим, какой тип данных будет у этого столбца. Запишем здесь как текст. То есть в этот столбец мы сможем поместить тип данных текст. Если мы туда будем помещать, к примеру, будем добавлять сюда не текст, а, например, давайте сейчас заново удалим нашу базу данных. Так. Запишем заново. Сюда передадим не текст, а, например, какое-нибудь число. Что произойдет? Никакой ошибки не будет, просто это число сконвертируется в текстовый вариант. Как в принципе, если мы туда попытаемся передать тип данных float и так далее. Если, к примеру,
не получается привести поступающие данные к этому типу данных, например, давайте здесь запишем не текст, а, например, так, real. Если, к примеру, не получится привести к real, потому что здесь будут цифры и буквы, ну, например, вот таким вот образом. То есть, к примеру, вот такую конструкцию привести к типу данных real можно, ну, просто отсюда будет добавиться 0, и это все сконвертируется в число с плавающей точкой. Если здесь будет, к примеру, какая-нибудь буква, то уже этого сделать будет нельзя. И эти данные, опять же, ошибки никакой не будет, эти данные запишутся в таблицу как есть. То есть это они туда, даже если столбец объявлен как real, там туда разместится текст. И именно по этим причинам база данных SQLite обычно используют, не обозначая тип данных в столбцах, потому что, ну, как мы видим, особого смысла в этом нет, проконтролировать это очень тяжело. Тот ли тип данных там в данном случае будет храниться, так как ошибки как таковой не возникает. Итак, мы удалили с вами нашу базу данных, запишем ее заново. И теперь давайте получим значение из нее. Чтобы это осталось наглядно, из-за того, что когда комментируешь, оно становится серым, я это все помещу просто в строку. И давайте здесь запишем дальше, как получить значение из нашей базы данных. Нам для этого нужен тот же самый курсор. Пишем курсор execute. И здесь подаем следующий SQL запрос. Нам уже нужно слово не insert, а select. При помощи select, допустим, получить из таблицы. Здесь записываем все. Далее ключевое слово from, то есть откуда, с какой именно таблицы. У нас таблица называется data. И здесь необходимо применить метод fetch all, то есть получить все значения. И, соответственно, эти значения у нас куда-то возвращаются. Они у нас возвращаются в переменную. Давайте сделаем переменную r. И здесь, соответственно, выведем, чтобы посмотреть, что у нас там сейчас будет. То есть select все из data и получить все эти значения. Запускаем данный код и смотрим, что у нас произойдет. Мы с вами получили все эти значения. Они у нас вернулись. Так, сейчас он доработает. Они у нас вернулись в виде списка кортежей. То есть в одном кортеже у нас логин и пароль есть. Что обозначает вот эта звездочка? В данном случае мы получаем все значения, которые есть в этой таблице. А, к примеру, нам необходимо значение только из одного столбца. Например, из столбца логин. Соответственно, то есть мы хотим получить все логины, которые там записаны. Соответственно, мы здесь вместо звездочки записываем просто получить логин из data fetch all. То же самое, к примеру, с паролями, то есть паспорт. Записываем здесь тот столбец, который мы хотим значение получить. Есть. У нас возвращается вот такой список из кортежей. В каждом кортеже по одному элементу, то есть это у нас логин. Как получить логин отсюда, здесь уже сейчас рассказывать не будем. Соответственно, другой пример. Нам, к примеру, нужно получить с вами из этой базы данных пароль вот этого логина. Johnny123. Что для этого нам необходимо сделать? Так, это точно так же сейчас помещу сюда в строку. Есть. Для этого давайте так, то же самое, переменная r, наш курсор execute, где он тут у нас, и пишем наш запрос, пишем select, нам необходимо получить значение из password, так, значение из столбца password из нашей таблицы data. И теперь записываем ключевое слово, где значение в ячейке логин, два знака равно, здесь пишем знак неизвестно и подставляем, повторюсь, это все необходимо для избежания SQL инъекций. И здесь через запятую записываем. Так уж вышло, что здесь необходимо писать кортеж. И, допустим, мы здесь пишем Johnny123. Johnny 1, 2, 3, и здесь, чтобы это был кортеж, ставим запятую. То есть, как читается эта конструкция? Прочитаем это все еще раз. Выбрать из ячейки, из столбца password, из таблицы data, где значение в ячейке логин Johnny 1, 2, 3. И здесь уже, обратите внимание, здесь мы применяли метод fetch all,
То есть получить все здесь. И нам необходимо следующее. Fetch. Где он тут? Ага, fetch one. То есть одно значение. Это значение у нас вернется в переменную r. И давайте-ка на него посмотрим. Так, print r. Запускаем наш кодец и смотрим. Вот это значение. Оно вернулось точно так же в виде кортежа. Все соответствует. Замечательно. И теперь нам с вами осталось научиться только изменять значения в ячейках и удалять ячейки и таблицы. Так, это мы тоже помещаем. Так, этот print убираем. Помещаем все сюда же, чтобы все оставалось. Итак, давайте для начала сделаем следующую манипуляцию. Откроем наш браузер, найдем нашу базу данных и сделаем так, чтобы у двух пользователей разные логины, но будут у них одинаковые пароли. Итак, здесь, где у нас тут? Ага, вот она, база данных, есть. Так, просмотр таблицы. Вот Джонни и Билли. Давайте-ка сделаем так, чтобы у Джонни тоже был пароль password. Есть. Применить. Все, мы поменяли. Есть. Теперь давайте сделаем так. Так, все у нас здесь на месте. Есть. Обращаю внимание. Смотрите, давайте-ка на структуру BD посмотрим. Вот у нас дата. Схема. Creatable, дата, логин, primary key. То есть там у нас только неповторимые значения, но там, где паспорт, у нас значения могут повторяться. Именно поэтому у нас сейчас получилось так сделать. Закрываем наш браузер. Так, сохранить все эти изменения. Есть. И теперь возвращаемся к нашему скрипту и делаем следующее. Как нам с вами, к примеру, поменять какое-то значение в какой-то ячейке? Что для этого необходимо? Для того, чтобы изменить значение в какой-либо ячейке, нам опять же необходим курсор. И здесь тот же самый execute. Только здесь мы уже пишем следующий SQL запрос. Пишем update. Здесь имя таблицы, в которой мы хотим внести изменения. Дата. Здесь необходимо записать ключевое слово set, то есть набор. Обновить в таблице дата, набор. Какой набор? Следующий набор. Значит, мы будем с вами обновлять значение в ячейке логин. Вернем нашему Джонни его пароль. Здесь ставим два знака равно и знак вопроса. Сюда будем поставлять значение, которое поместить в эту ячейку. И здесь записываем опять же ключевое слово where, то есть где. Обновить значение в таблице дата в ячейке логин. Где? Момент. Мы же будем менять не в ячейке логин, а в ячейке пароль. Поэтому да, здесь пишем. Изменить значение в ячейке пароль. Сюда в знак вопроса мы будем подставлять это значение. И теперь в какой именно ячейке пароль поменять значение. Где ячейка логин у нас равна. И тоже сюда подставляем под знак вопроса. Здесь через запятую записываем наш кортеж. В этом кортеже мы записываем первое значение. Это новое значение в ячейку пароль. У нас там пароль будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь здесь записываем второе значение. Понятно, когда у вас какая-то программа, то здесь все берется из переменных. Всего-навсего. И здесь логин по... Какой у нас там логин? Джонни 1, 2, 3. Есть. То есть эта команда у логина Джонни поменяет пароль на вот этот. И после этого, естественно, commit, чтобы эти изменения сохранились. Запускаем наш скрипт. И теперь давайте через тот же самый браузер заглянем, что у нас там теперь. Так, открыть базу. Так, где она тут? Так, вот эту открыть. Просмотр данных. Вот оно это значение. Мы его изменили. Теперь у него опять тот же самый пароль. И теперь давайте его поменяем обратно. Это необходимо для следующего примера. У нас здесь сейчас будет применить. Есть два одинаковых значения. Это уже конкретно будет сейчас, конечно, нелогично, но все-таки для примера. Как
множественную замену сделать. Например, у нас там есть в ячейках одинаковые значения, но пришло какое-то время, например, дату сменить, там неважно что, и нам оба эти значения 100, 1000, сколько бы там этих значений одинаковых в нашей таблице, нужно поменять на другие. Что для этого необходимо? Мы используем точно такой же запрос, то есть update dataset, ячейку password. Здесь подставляем значение, которое нам необходимо. И здесь, где password, то есть пароль, равняется такому-то значению. То есть мы просматриваем ячейку и в нее же вносим изменения. У нас там сейчас написано значение password у обоих, и у Джонни, и у Билли. Поэтому мы здесь записываем. То есть, где пароль равен password, да, тавтология, но бывает. И заменяем это на новое значение. Запускаем этот код. Есть. И опять при помощи нашего браузера лезем, смотрим. Так. Открываем нашу базу данных. Где он тут? На рабочий стол. Есть просмотр данных. В обоих этих ячейках мы с вами заменили данные. Есть. Готово. Это мы тоже сюда сейчас сохраняем. И теперь учимся удалять эти значения. Так, это у нас оставим. Так, и здесь тоже мы все это дело подвинем вот таким вот образом. Для этого нам, чтобы удалить какие-то значения из нашей таблицы, нам по-прежнему необходим тот же самый cursor.execute. Так, cur.execute есть. И здесь нам необходимо подать следующий запрос. То есть мы пишем delete from таблица наша дата. И теперь, если мы отправим запрос вот таким образом, то удалятся все данные в этой таблице. Поэтому мы здесь пишем ключевое слово where, где, например, значение логин у нас будет равно знак вопроса. И здесь через запятую записываем наш кортеж. И, например, давайте удалим Джонни. Джонни 1, 2, 3. Здесь не забываем запятую. Исполнив данный код, из нашей таблицы удалится запись про Джонни. То есть и пароль в том числе. Запускаем. Есть наш код исполнился. То есть из этой таблицы удалился бы не только Джонни. Ну, допустим, там было бы много Джонни, они бы все бы удалились. То есть как одиночные значения, так и множественные значения таким образом удаляются. Естественно, после этого здесь необходимо, не забываем, как я сейчас забыл это сделать, base.commit, то есть любые изменения необходимо сохранить. И, к примеру, теперь последний момент, который мы сейчас рассмотрим, это удаление самой таблицы. Так, это мы уже опять помещаем вот сюда. Есть как удалить таблицу. Для этого нам уже необходим не курсор, а точно так же, как мы с вами создавали таблицу, нам необходим уже объект base.execute. И здесь необходимо написать следующую конструкцию. Здесь мы пишем drop table. Обязательно записываем конструкцию if exists. Есть, то есть удалить конструкцию, удалить таблицу, если такая есть. И здесь через пробел пишем наша таблица дата. Есть. И, соответственно, base.commit. Эти все изменения сохраняем. Так, где что-то я тут написал лишнего. Ага, commit есть. И, кстати говоря, обратите внимание, когда завершаете работу, вы к базе данных подключились, соответственно, к примеру, отработав, приложение закрывается или неважно, что там происходит. Когда вы завершаете работу с базой данных, соответственно, необходимо и точно так же безопасно от нее отключиться. Поэтому мы записываем base.close. И таким образом мы с вами закрываем подключение к базе данных. Запускаем данный код. Он успешно отработал. На этом урок закончен. Комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!